Всем героям большой-большой привет! Сегодня у нас с вами в обзоре Гоплит. Великий рандом позволил мне его выбить. Была на него рулетка еженедельная. Раз прокрутил, не выпал. Второй, третий тоже не выпадает. И обычно я придерживаюсь правила 2-3 вращения, не более. Больше не кручу, но тут вот так получилось, что с четвертого раза судьба решила меня порадовать, и выбил я Гоплита, чему, конечно же, я несказанно рад. Давайте по традиции, по порядку разбираться, что у нас к чему и почему именно Гоплит вызвал у меня такие вот радостные эмоции. Итак, уклон у нас идет на физический урон, есть защита, плюс прибавляется 10% к магнетизму, ну и, соответственно, играть за него тяжело. Ну, как таковой сложности, играя за него, я не заметил, поэтому не могу сказать, что он какой-то прям вот супер такой сложный. Дальше. По уровням у нас идет прибавка к скорости снарядов, длительности эффектов, плюс прибавляется область. Все герои у нас получают 12,5% к урону на 50 и 70 уровне, ну и также на 120 уровне. И все герои, разделяющие фракцию, у нас фракция воины, получают у нас плюс 50% урона к физическим повреждениям. В принципе, это неплохо, но за что вообще Гоплита у нас любят в первую очередь? Я напомню, это один из трех героев, у которых в кузнице стоит множитель по урону 1-1. Три героя — это Гоплит, Ассасин и Темный Паладин. Поэтому в любом случае, при любой возможности Гоплита стоит забирать. И, естественно, всей правдой и неправдой нужно стараться прокачать кузницу как можно быстрее, потому что это у вас даст вам огромную прибавку в уроне. У меня мощность выросла благодаря прокачанной кузнице Гоплита, по-моему, на 40 миллионов вроде, но я уже не помню. По-моему, да, я, по-моему, скрин даже делал. Большое число там было, но мощность это не самое главное. Самое главное, что урон у меня, по крайней мере, прибавился на, ну, ровно на 1000. И вот если у меня не получалось пройти 29-ю башню, 29-й уровень башни, да, то здесь уже с этой прибавкой у меня получилось пройти с первого раза без смертей, там, без каких-либо проблем. Но не играя за Гоплита, я играл за астрального мага. Гоплит в этом плане просто меня очень сильно усилил. Итак, что у нас по скиллам? По скиллам. Бросок щита. Каждые 2 секунды бросает щит, который отскакивает от одного врага к другому до 10 раз, нанося 190% урона от оружия. Может поразить одного и того же врага несколько раз. Ну, в принципе, это, кстати, неплохое вообще, неплохой скилл. Достаточно интересно, это все видно, как это все на карте бегает. И в целом вообще персонаж, как по мне, он такой достаточно симпатичный, привлекательный в том плане, что визуализация эффектов, она вот сделана у него, я бы сказал, что потрясающе. Мы с вами это все обязательно увидим. Эгида. Каждые 10 секунд Гоплит получает эгиду, которая вращается вокруг него. Каждая активная эгида способна заблокировать одну атаку противника, после чего исчезает. Каждая активная эгида увеличивает количество брошенных щитов для броска щита. То есть у нас вот эти с вами два скилла, они у нас с вами взаимосвязаны. Так, вы можете иметь до 3 активных эгид. И, соответственно, если этот навык мы с вами, скилл точнее, прокачиваем, то время у нас сокращается. Он будет бросать у нас чаще. Ульта. Ярость Гоплита. Враги, убитые броском щита. То есть уже и здесь тоже идет подвяз. То есть наша с вами задача, если, допустим, мы с вами активно играем за Гоплита, то в любом случае нам в первую очередь нужно будет стараться прокачать именно вот этот скилл. Итак, враги, убитые
броском щита имеют шанс в 3% выронить эгиду. Подняв эгиду, гоплит применяет бросок щита и вы заполняете шкалу. Когда она заполнится, вместо следующего брошенного щита гоплит бросит большую и усиленную версию, наносящую 570% урона от оружия противникам. Большой щит отскакивает 20 раз. Ну и соответственно, если этот показатель мы с вами прокачиваем, то он у нас увеличивается и растет в нереальной какой-то прогрессии. Ну, в принципе, все как у всех, тут удивляться нечему. Не прокачивал его пока, скиллы не трогал, кузница немножко прокачана, тут уже поинтереснее. Давайте перейдем с вами в кузницу. Копье и щит. Физическое оружие пронзает врагов копьем, добивает их летящим щитом, неумолимая сила на поле битвы. Итак, что у меня здесь стоит? Здесь я поставил увеличение снарядов, потому что длительность 15% прибавка. Ну, не люблю я длительность, не почувствую я ее. Точно вот выбор, я думаю, стоит отдать именно правой стороне. Здесь урон истекающим кровью врагам 1.15, либо атаки имеют шанс в 20% на то, чтобы поджечь врагов на 5 секунд. Ну, тут, конечно, все зависит от прокачки вашего аккаунта, плюс от наличия клыка немало зависит, либо если у вас пика бури прокачана на Эво, что Эво у нас же дает, там тоже вызывает кровотечение. Вот, ну поэтому я здесь выбрал именно правую сторону, потому что, в принципе, поджигание врагов, горение врагов, оно же тоже идет как статус-эффект. И несмотря на то, что очень много пушек, палок, называйте как хотите, которые у нас дают именно, вызывают горение врагов, несмотря на это, я все равно выбрал именно правую сторону, потому что, в принципе, я достаточно редко использую клык. Вот. И если все-таки клык у вас есть, и вы часто его берете, то тогда лучше поставьте именно вот эту левую сторону. Вот оно, глобальное усиление, которое дает нам мощнейший прирост к урону. И вот здесь у нас можем бросить 3 больших копья конусом в ближайших врагов. И если мы с вами идем на 5 уровень, то здесь у нас получается, что можно выбрать. Вы бросаете одно копье вместо 3 с увеличенным уроном на 50%. Пораженные враги становятся уязвимы на 10% в течение 3 секунд. Либо вы бросаете 5 копий вместо 3. Первый контакт с врагом создает взрыв, наносящий 700% урона. Если мы с вами хотим наносить как можно больше урона, то, естественно, лучше отдать предпочтение именно правой стороне. Если мы с вами находимся в каком-то таком в полузащищенном режиме, то левая сторона в этом плане нам поможет тем, что враги становятся у нас, видите, они будут у нас неуязвимы. Сейчас, конечно, тяжело что-то здесь проверить, протестировать, потому что этот уровень в кузнице закрыт, но я думаю, что в любом случае, если вы его прокачаете до 5 уровня, то, скорее всего, вы поставите именно вот в такой раскладке. Все по правой стороне. Так, обычно мы с вами бегаем куда? Мы с вами обычно бегаем в подземелье. Сейчас давайте попробуем с вами сбегать в гильдию. Посмотрим, что у нас там. Там у нас и времени будет немножко побольше, и будет немножко поинтереснее в том плане, что там и по насыщенности мобов побольше. Но понятное дело, что сейчас он нам покажет примерно одинаковое количество там между количество убитых мобов между героями, оно у меня уже примерно одинаковое, поэтому тут смысла нет, но на цифру урона именно оружия посмотреть в любом случае интересно. Да и в целом ничего нам абсолютно не мешает сбегать после гильдии, сбегать именно в подземелье, там посмотрим, ничего страшного в этом нет. Так, если у нас с вами урон стоит, мы будем поджигать врагов,
то, естественно, нам рекомендуется взять кинжал рассвета. Давайте для большего урона мы с вами добавим дротики. И... Ну, бомбу, наверное, смысла нет брать, потому что у нас поджига и так уже сейчас будет очень много. Да или взять. Давайте возьмем, ладно. Веселиться так веселиться. Да, конечно, с кинжалом рассвета сейчас немножко будет неприятно, потому что будет не видно, вот эта сварка запускается. Нам бы, конечно, понять, посмотреть, как себя ведет сам герой. Фу, да, ну тут, конечно, сейчас ничего интересного путевого не будет. Ладно, давайте здесь ускоримся. Возьмем это все-таки копье. Вот, честно скажу, мне нравится. Мне прям вот приятно за него играть. Меня он впечатляет. Чем-то вот он меня цепляет. Он такой сам по себе необычный. Давайте пока видимость мы с вами выключим. Пусть он стоит, сам тут автоматически всех убивает. Во-первых, мне нравится, как он нарисован. Мне нравится, как он себя ведет, как он использует оружие. Автонаводка у него есть? Нету? Нет, вот куда он смотрит, туда он и смотрит. То есть все нужно контролировать, все нужно смотреть, проверять. И вот, кстати, есть еще один интересный момент. Я вот описания не нашел. Может быть, я где-то что-то просмотрел, не увидел, не уследил. Такое тоже может быть. Когда я перехожу на новую волну, давайте звук чуть-чуть убавлю. Когда я перехожу на новую волну, на экране появляется какой-то огромный щит. Вот прям нереально огромный. Он действует где-то секунду, полторы, ну может 2 максимум, и потом пропадает. И вот непонятно, что это такое, для чего это нужно, зачем. В целом интересно бы, конечно, понять, как это использовать и как это, с чем это вообще связано, благодаря чему это все вызывается, но пока что я этого не нашел. Если кто-то знает, что это такое, с чем это едят, то ну напишите, пожалуйста. Я не знаю, выпадала у вас эта штука или нет. Может быть, она только с Эва открывается. В любом случае надо посмотреть. И вот сейчас скорость у нас достаточно большая. Не видно, как у нас и щиты летают, и копье. Да и в принципе он сам по себе, он прикольный. То есть можно взять вот это вот копье. Плюс если у вас есть копье лотоса, то оно в паре тоже будет все это прикольно выглядеть. Потому что и сам по себе он вот эти копья выпускает. И пика бури тоже она... Пика бури или не пика бури? Вот я сейчас говорю пика бури. Ну вы поняли, да, про копье лотоса. Вот. Пика бури это, по-моему, эволюция у него так называется. Вот. Копье лотоса, если оно у нас прокачано, то там тоже свой фарш в этом есть. Если мы с вами поменяем вот эту связку на увеличение урона. Тут, конечно, надо все это дело тестировать, все это надо проверять. Это на самом деле очень-очень-очень интересно. И вот для каких режимов он нам с вами подойдет? В принципе, можно попробовать за него поиграть в башню. В любом случае, если вот у вас, например, как у меня, нету оборотня, то вы будете пробовать всех. Рано или поздно вы дойдете до того момента, когда у вас все герои лягут. И вот если у вас гоплит прокачан, то в принципе он вам может в этом плане помочь. Ну, потому что в принципе у него урон достаточно такой неплохой сам по себе. Ну, здесь, конечно, тяжело рассуждать, потому что тут и кинжал у нас свое дело сделал, и там все остальное тоже. Но здесь слабые мобы сами по себе. Это забег гильдии. Тут, не знаю, может быть, мы и зря с вами сюда пошли. Давайте все-таки, наверное, пойдем с вами в подземелье. Потому что в подземелье все это дело выглядит намного интереснее. Так, где оно у нас? Оно у нас вот здесь. Заходим и будем сейчас проверять здесь все, смотреть и изучать. Ай, не та экипировка, ну ладно, пусть что есть, то есть. Так, обновим. Давайте не будем этот кинжал брать, он нам только мешать будет. Пусть у нас будет йо-йо, пусть у нас будет заморозка и
Давайте будем включать копье. Так, скорость давайте уберем. То есть вот он перед собой выпускает. Давайте сейчас попробуем взять копье лотоса и посмотрим, как это все у нас будет выглядеть в паре. Вот оно, копье лотоса, копье и щит. Перезарядку давайте сделаем. Ну и вот сейчас уже можно будет видимость нам с вами убрать. То есть видите, да, он сам по себе вот эти копья пуляет. Вот он раз. Вот все, что перед ним, это его. И у нас плюс еще вот эти вот перышки, которые справа, сзади, слева, они тоже выпускаются. И это, в принципе, такой персонаж, который вот он сам себя вот старается защитить. И у него такой сильный урон именно точечный. То есть вот он подбегает к мобу, да, он его поразил этим копьем, и все, и моба уже нет. Сейчас мы еще, если урона тут прибавим, то будет очень весело. Плюс у нас с вами, что еще есть? Ага, вот он, этот щит здоровый. Но тот щит, который я видел, он был... ну примерно такой же. Ну, значит, это ульта у нас работает. В принципе, все понятно. Я тогда, не знаю, может, мне показалось, что этот щит у нас был больше. Но опять же, это с новой волны было. Ну, в общем, непонятно. Непонятно пока. И вот сейчас он еще и бросать будет эти копья. То есть у нас тут... Так, а вот это интересно. Вот в описании нигде не написано. Может быть, кто-то заметил. В описании нигде не написано, что он где-то вызывает кровотечение. Но кровотечение я вижу. Видите, вот кровь течет. То есть, может быть, нам все-таки имеет смысл поставить именно левую сторону, где урон по кровоточащим врагам у нас идет. О, сейчас мы вообще тут помрем, походу. Угу. Чуть-чуть мы с вами не дожили, но ничего страшного. Тут просто экипировка немножко неправильно выбрана. Давайте броню поставим. Плюс еще броню выберем. Области прибавим, чтобы зацеп вот этот больше был. Не, ну должны дожить. Окей, броня. Так, для контроля. Чакрам. Напоминает чакрам. Этот щит здоровый летает. Удвоение можно поставить. Заморозим всех. Области прибавим. Область не влияет на ульту. Область у нас влияет на вот эти копья, которые у нас вылетают. Вот этому щиту скорость надо прибавлять. Скорость прибавляем, и щит у нас чуть-чуть быстрее будет. Да, уже поинтереснее. Ну вот и непонятно, вот откуда у него, откуда вот это все кровотечение идет. Вот откуда оно взялось. Урон в секунду неплохой. Первое место он у нас занимает. Ну, естественно, если Эва мы поднимем на 5 уровень, то там еще интереснее будет. И вот прям только что я заметил, что у нас идет урон по кровотечению. Наверное, тогда все-таки имеет смысл поставить именно левую сторону, раз у нас кровоток идет, но копье не дает. Йо-йо точно не дает, дротики не дают, посох не дает, заяц не дает. Ну и соответственно, значит, получается, он сам по себе вызывает кровотечение. Ну и значит, и неспроста у нас там стоит выбор именно урона по кровоточащим врагам. Ну и жалко, что у нас этого урона кровоточащих врагов у нас мало. Но все равно я думаю, что стоит именно вот эту сторону выбрать. Потому что в принципе у нас поджигание, горение, у нас его и так достаточно. 20% шанс поджечь врагов на 5 секунд, либо увеличить урон. Вот жалко, не посмотрели, не запомнили, да? Сколько там было. Ну, был на первом месте, а урон в секунду был примерно
И что-то там 50 с лишним миллионов. Давайте сейчас посмотрим, будет нам легче или не будет. Так, ну-ка давайте-ка сейчас вот так поставим. Возьмем. Гоплита. Чтобы он у нас опыт собирал сам по себе. И, ну-ка, сейчас проверим. Осталось у нас на левой стороне? Да, осталось. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. По-моему, там забег еще один есть. Да, есть. Так. Вот это, конечно, прям интересно. Интересно, интересно. Давайте палки. Все примерно то же самое сейчас возьмем. Ну, если мы на... Я не знаю, но тут тяжело. Ладно, то же самое уже не получится. Хорошо, будем действовать вот так. Будем действовать вот таким образом. Сейчас посмотрим, комфортнее, легче нам станет или нет. Давайте здесь прибавим. Видимость я уберу. Область прибавим. Удвоение поставим. Область. Щит. Область. Надо было дротики выбрать, но ничего страшного. Скорость. Перезарядка. Ну и как будто бы уже полегче стало. Сейчас пока, конечно, трудно сказать, потому что это только самое начало. Так, прибавим скорость клыку. Угу. Угу. Копье. Пусть он в авто постоит, покрутится. Опыт у нас собирается. Здесь урон прибавим. Перезарядку. Перезарядку опять. Скорость. Надо было обновить, конечно. Так, обновим. 5 возьмем, чтобы его сделать. Угу. Копья у нас пошли, которые он стреляет. И вот, по-моему, где-то вот здесь, в этом моменте, даже с учетом того, что у нас с вами книга брони стояла, вот где-то здесь он у нас все. Он у нас помер. А тут уже, видите, тут уже другая ситуация. Тут он крепко стоит. Но может, конечно, еще экипировка влияет. Тут полностью он в магическом снаряжении. Но мне кажется, что урона сейчас он у нас выдаст намного больше, чем в изгое. Хотя изгой у нас считается как раз-таки наоборот для нанесения урона. Ну да, видите, он даже не умирает. Хоть у него и жизни мало остается, но все равно он держится. Вот такой вот спартанец у нас, да? Ну, а тут все по-другому. Здесь у нас все равно ну, как-то непонятно. Странно, это все очень странно, но мне кажется, что не могу ничего сказать путевого, как будто он не успевает что ли убить, как будто вот зайцу все это приплюсовывается. Странно, очень странно, непонятно, надо все это тестировать, надо его везде изучать, пробовать и в башне за него бегать, если альтернативы нет. Но у меня нет альтернативы, буду изучать, по-любому буду бегать. Очень интересно. Я почему-то ожидал, что сейчас урона здесь будет побольше, что вот он, вот это копье, оружие героя, оно встанет у нас на первое место, но никак не питомец. Ух. Ну, делайте выводы, друзья, делайте выводы. В любом случае, 1-1 вы заберете из кузницы, а там уже дальше прокачивать или нет, конечно, решать вам. Но вот у меня жетонов было большое количество, поэтому получилось прокачать 4 уровень. Ну, еще бы 5 сделать, посмотреть, как оно все это выглядит. Интересно, неинтересно. Но мне кажется, там мясо будет полное. Вот, всем спасибо, кто посмотрел этот длинный, скучный обзор. До новых встреч, всем пока.